Всем привет! Audi A6 2.5 TDI. Проблема с ручным тормозом. Пока им не пользуются, то никаких проблем нету. Но как только его зажать, потом отпускаем ручной тормоз, а машинка уже ехать вообще не хочет. Ну, такое, конечно, в основном случается, потому что им не пользуются. Вот тут, допустим, машинка на автомате. И, соответственно, все ставят на паркинг, а про ручник вообще забывают. Ну вот смотрим, как работают колеса. Ручной тормоз не нажат. Левое колесо хорошо вращается. Смотрим правое колесо. Также хорошо. Зажимаем ручной тормоз. Так, зажали. Проверяем колеса. Мертво. Супер. Отпускаем ручной тормоз. Отпустили. Смотрим левое колесо. Стоит на месте, вообще не хочет шевелиться. Правое колесо работает. Вот, это при том, что у меня машина сейчас вывешена, то есть колеса подвешены. Лезем в яму, смотрим на рычажки на суппортах. Так, левое колесо. Вот видно, что рычажок у нас пошел. Когда зажал ручник, рычажок пошел вперед. И вот видно вот это вот расстояние. При отпускании ручника рычажок должен вернуться обратно. Вот в такое вот положение. Вот сейчас видно, что уже колесо вращается. То есть я жму рукой, его зажать, видно, что он обратно не отходит. Так, смотрим правое колесо. Правое колесо, ручник, рычажок вернулся обратно. Вот я его поднимаю, он сразу возвращается. То есть с правым колесом у нас проблем нет. Проблема с левым. Что здесь может быть? Проблема может быть либо в суппорте, в самом суппорте, вот, тоже там разные проблемы, либо может быть у нас неисправен тросик ручника, который затягивает, а обратно отпускать не может. Чтобы узнать, в чем же дело, нужно снять колесо, снять тросик ручника и посмотреть, как ходит рычажок. Так же самое тяжело, возвращается он обратно или не возвращается. Снимаем тросик, просто его тянем за себя и выводим его вниз. Вот, сразу можно достать стопорную скобу, вот это вот, для того, чтобы потом тросик извлечь из суппорта. Сейчас тросик можно уже достать. Вот. Так, смотрим. Смотрим на сам тросик. Тросик у нас ходит очень даже легко. Вот. С тросиком проблем никаких нет. Значит, проблема у нас где? В самом суппорте. Вот. Я его отложу вперед, как будто мы ручником затянули, и он обратно не отходит. Надо ему помогать. Поэтому однозначно суппорт снимаем и на ремонт. Чтобы снять суппорт, сначала необходимо открутить шланг, который подает тормозную жидкость. Для этого используем накидной ключик на 13. Откручиваем болт с двумя шайбами. Тормозной шланг достал. Сразу начнет выливаться отсюда тормозная жидкость, поэтому поставляем баночку, чтобы она капала в баночку. И необходимо сразу же каким-то образом заглушить данное отверстие, для того, чтобы жидкость не уходила. Потому что если жидкость уйдет, система завоздушивается, и потом надо будет, может получиться так, что придется танцевать танцы с бубнами очень долго и нудно. Вот, поэтому я что делаю? Вот, беру такой вот автомобильный сосок, который вставляется в автомобильные диски. И как раз ровненько сюда он вот его засовываем, и он здесь как раз перекрывает, и ничего абсолютно не капает. И жидкость тормозная не вытекает. Все, сейчас откручиваем два вот эти вот винта на 13. Сверху, снизу, при необходимости удерживаем контрвинт на 15. Так, у меня уже ослаблено, поэтому я откручиваю пальцами, скажем так. Снимаем. Учитывая, что здесь поршенек надо вкручивать, то есть если он не снимается, просто нужно немножко постучать молоточком. Надо поршенек вкручивать по часовой стрелке, чтобы его ужать. Так как мы так это сделать не можем, когда он стоит, поэтому просто берем молоточек и аккуратненько подбиваем, чтобы снять сам суппорт.
Так, и вот сам суппорт. Так, сразу смотрим направляющие. Направляющий ходит отлично. Верхняя, нижняя без проблем. Смотрим колодки. Так, колодки, конечно, страшненькие, но еще, если не будем менять, то еще могут походить. Смотрим диск. Ну и диск тоже, как видно, не новенький. Ну да, изнутри, конечно, он гораздо хуже. Вот, ну ладно. Проверяем подшипник. Люфта нет, крутится хорошо. Идем заниматься суппортом. Итак, суппорт. Какие могут быть проблемы? Ну, проблемы могут быть разные. Основная проблема это, конечно же, закисание самой втулки оси вот этого поворотного механизма. То есть вот я сейчас вот беру вот его, отвожу рукой, обратно он уже не отходит. Несмотря на то, что пружинка есть, он должен отходить даже без пружинки. Вот, а он отходит, пока еще отходит, когда я рукой придавлю, тогда он отходит. Так быть не должно. Вторая проблема это сам поршенек. Если сальник нарушен, может попадать грязь, влага, и соответственно образуются окиси, и сам поршень не будет работать. Вот. И еще внутри поршенька есть отверстие, которое также может забиваться, и тормоза не будут отпускаться. То есть вы можете тормозить, а суппорт обратно будет не отходить. Я сейчас все это покажу. Вот. Но естественно, если проблема с тормозным цилиндриком, то такой проблемы не будет. То есть он должен ходить легко. В нашем же случае необходима полная разборка данного суппорта. Что нам надо? Самый главный инструмент это вот такой вот ключ. Форсаж номер 9U0102. Вот такой хитрый инструмент с такими длинными усами, которым можно снять стопорное кольцо, чтобы достать весь этот механизм. Вот. Итак, наша задача сейчас что сделать? Достать сначала поршень из цилиндра. Сделать это можно двумя путями. Либо нажимая на сам механизм, как будто мы нажимаем на тормоз, он должен выходить. Вот. Но учитывая, что он ничего не нажимается, поэтому это очень тяжело. Второй путь это выкручивать его против часовой стрелки, он должен выкрутиться. Либо подуть сюда воздухом, и если плотно поставить сюда пистолет воздушный, он сам по себе выйдет. Так, попробуем все-таки путь самый простой. При этом у нас вытекает тормозная жидкость, но поршнек очень хорошо вылазит. Так, вот он практически вылез из своего места. Сейчас снимаем сальник и просто его оттуда достаем. Сразу же будет еще вытекать тормозная жидкость. Поэтому ставим баночку. Ага, все уже вытекло. Хорошо. Так, смотрим сам поршенек. Ну, поршенек, скорее всего, будет нормальный. Так вот, по этому отверстию еще потом разберемся. Так, пока его отлажим в сторонку. Суппорт. Сейчас, что необходимо сделать? Необходимо вот этот сальник вот извлечь. Он, как правило, уже вырывается, если давно. А нет, достался. Вот. Сразу снимаем резиновое уплотнительное колечко. Поддеваю иголочкой. Вот оно у нас есть. Оно будет под замену. Так, и вот сейчас вот там внутри, в глубине, стоит стопорное колечко. Его необходимо снять. И снимается оно очень удобно вот этим инструментом, который я показал. Так, прежде чем его снимать, снимаем скобу, пружинку. Откручиваем данную гайку на 13 и снимаем лапку. Используя такой вот маленький съемник,
которым я снимаю обычно дворники. Вот с ним упираюсь и снимаю. Оп, пошел. Снимаю саму вот эту вот лапку. Все, сейчас можно уже откручивать гайку и снять лапку. Есть. Сейчас извлекаем стопорное колечко. Сейчас достану, покажу, что оно из себя представляет. Вот данное стопорное кольцо. То есть, ну, видите, что без такого вот специнструмента его извлечь оттуда снизу очень и очень проблематично. Вот, сейчас уже можем достать весь наш механизм, просто его выталкивая вперед. Так, что-то он не хочет идти, надо ему помочь. Ну, даже молотком не хочет идти. Очень здесь, конечно, опасность есть раскрепать резьбу, поэтому я лучше накручу гаечку. Оп, вот наш механизм выпал. Вот, я думаю, видно сразу же, становится понятно, почему он клинил. То есть он клинил вот именно вот внутри. То есть вот он стоит, вот именно вот в этом вот месте, где вот он стоит. Вот видно где-то вот ржавая, вся эта ржавчина. Вот такая она, вот он там и клинил. Но хуже всего, что сейчас я почище посмотрю, как там у нас состояние вот этого вот вала. Потому что иногда бывает такая ситуация, что тут настолько сильно разъедает ржавчина, что там будет сплошная коррозия, и потом может подтекать, выходить немножко сюда тормозная жидкость. Так, ну тут, конечно, ржавчины предостаточно. Ну, я думаю, в этом страху сильного нет. Сейчас возьмем щеточку мягкую на болгарку и пройдемся немножко. Вот что мы получили. Так, ну что сказать. В принципе, внизу, где стоит резинка, там поверхность отличная. Сверху, где у нас сама втулочка, тут, конечно, коррозия сделала свое дело. И железо довольно-таки сильно поело. Ну, я думаю, в этом ничего страшного не будет. Это можно все поставить обратно, и все будет работать. Так, насчет щеточки. Вот щеточки бывают разные. Такая вот желтая щеточка была когда-то, она мягкая. И то я сейчас ей чистил и не сильно нажимал, потому что, чтобы не испортить. Есть щетки, которые очень жесткие, вот такие вот, то они этот металл просто могут содрать. Ими, конечно, работать нельзя в таких вот случаях. Смотрим наш сальник. Ну вот, наверное, и сама причина, почему такое произошло. Потому что, как видно, вот сальник, он уже весь рассыпался, который должен защищать от грязи. И вся грязь попадала благополучно вот именно вовнутрь. Так, ну вот оно. Немножко почистил я суппорт. Щеточка на болгарку. Вот, уже стало немножко красивее. Так, ну, сейчас, конечно, надо сюда почистить. Сюда поставим новый сальник. Затем, прежде чем что-либо делать с суппортом, необходимо убедиться, что развоздушка откручивается. Вот здесь развоздушка, ключик на 11, потому что вот эти развоздушки, они если давно не откручивал, то суппорт алюминиевый и откручивается, ну, очень тяжело. Поэтому вот это вот наипервейшее. Может, еще нету смысла суппорт делать, потому что при откручивании развоздушек частенько случается что? Что она ломается. Случается такое, что резьба внутренней поверхности суппорта слазит вместе с данной развоздушкой. И получается, потом надо будет танцевать, нарезать новую резьбу, искать другую развоздушку. То есть, ну, это очень неудобно. Поэтому лучше, скажем так, перестараться, лучше погреть, лучше постучать, так, чтобы ее открутить безболезненно. То есть просто берем
головку на 11 и со всех сторон обстукиваем. И сверху, и снизу, и сбоку, в разные стороны, потихонечку, так, чтобы не сломать. И обязательно погреть. Так, ну пока развоздушка вообще никак не хочет. И не туда, и не сюда. Это очень не здорово. Так, пошла. Это радует. Тут, конечно же, надо только маленьким воротком работать, потому что большим воротком можно просто-напросто сломать и не почувствуете даже. Только маленьким усилием. Пошла. Сейчас, не спеша, туда-сюда ее, чтобы резьбу не заела. Оп. Так, вот развоздушка. Вот, пол витка видно есть все-таки. Всего лишь. Ну это ладно. Это нормально. Тщательно вычищаем все места под резинки. То есть вот это вот место, где у нас резинка будет стоять. Вычищаем вот это вот место. Внутри, где вот тоже будет стоять резинка на валу. Тоже надо тщательно очистить. Так. Все есть. Это вычищено. Здесь вычищено. Сейчас нам необходим ремкомплект. Вот я прикупил вот такой вот ремкомплект. Номер 238040 Френкит. Посмотрим, что в нем есть. Ремкомплект на один суппорт. Так, что здесь имеется? Пыльник наружный. Два варианта пыльников на направляющие. Вот такие. Пыльник на заднюю часть. На развоздушку. И две резиночки разных диаметров на сам главный вал. Так, а вот это вот хитрая резиночка, это внутри поршенька стоит такая вот резиночка. Сейчас до нее тоже доберемся. Итак, что нам надо? Нам надо, во-первых, проверить правильную резиночку, которая идет именно на вал. Вот это вот родная, оригинальная. Вот, посмотрю сейчас, какая подходит, больше подходит из тех, что предлагается. Потому что иногда они разные по диаметру. Вот одна вижу больше. Вот это вот вижу то, что надо. И по диаметру, и по толщине. Вот, меньше. Ее будем ставить. Так, ее ставим вот сюда вот. Так, вот еще нашел интересную вещь. В некоторых наборах, вот допустим, вот набор Френкит 238010, есть вот такие вот втулочки, кроме всего прочего. Вот эти втулочки, они именно вставляются вот сюда вот вовнутрь. Только с той стороны получается, как раз с упором, с таким вот буртиком. Вот, ну, я вот посмотрел по диаметру. И, честно говоря, что здесь болтается, что там болтается. Никакой разницы я тут не нашел. Поэтому я смысла не вижу. А нет, смысл однозначно есть. Я вот сейчас взял сверло десятку, чтобы примерно прикинуть. Посмотрел, как сверло десятка болтается. Да, конечно, это условно довольно, но тем не менее. И сейчас просто попробую в руках подержать, как оно будет болтаться. То тут, конечно, люфт гораздо меньше. Ну что ж, значит, попробуем поменять данную втулочку. Диаметр втулочки 12. Как раз есть головка на 8, длинная такая с набора стаб. У нее наружный диаметр чуть меньше 12, 11,8. И втулочка как раз отлично выбивается. Есть. С помощью головки на 10 запрессовал втулочку вовнутрь. Все, сейчас собираем весь механизм. Перед установкой обязательно условие хорошенько смазать специальной пастой, которая высокотемпературна. Для того, чтобы вот в этой вот
оськи, в этой поверхности у нас была смазка и сюда не попадала влага. Вставляем не просто так, а чтобы это отверстие входило в выступ именно вот внутри. Вот выступ видно стоит сейчас на 6 часов. И вот точно так же вставляем и сам этот механизм. Вот, вставил, и он уже больше не может никуда вращаться. Ставим на место стопорное колечко. При этом частенько необходимо надавить на сам вал, чтобы он плотненько стал. Затем ставим уплотнительное колечко. Вот это вот колечко, оно не просто для того, чтобы оно уплотняло, оно еще играет роль демпфера. То есть, когда он с поршенек вылазит, оно как бы закусывается, и при отпускании тормоза поршень благодаря этому колечку он обратно заходит. Поэтому его, конечно, вот обязательно надо вставить новый сюда при ремонте суппортов. Так, есть. И готовим поршенек. Так, поршенек у нас, наверное, остается старый. Сейчас я его прочищу наждачечкой, типа 1000, посмотрим, что здесь у нас останется. После обработки поршенька наждачкой в 1500 он как бы посвежел, но видно, что здесь никаких царапин, повреждений, ничего нет. Вот тут есть небольшое такое вот покрытие, но даже вот пальцем оно не ощущается. Поршенек еще походит. Так, сейчас самое главное. В поршеньке есть отверстие для сброса лишнего воздуха. Если оно будет забито, то суппорт может клинить. Поэтому либо просто ковыряем это отверстие иголкой или маленьким сверлышком, а лучше всего достанем этот вот механизм и почистим, посмотрим, что там у нас будет внутри, сколько там будет грязи. Вот тут самое главное ничего не перепутать. То есть, когда будете доставать поршенек, он должен оттуда вот легко достаться. Вот, чтобы вот эти вот все штучки оттуда не убежали. Вот, и видим, сколько там грязи. Ну, там не только грязь, там как бы и маслица. Сейчас посмотрим. Так, а вот эта вот резиночка, которая здесь вот стоит на данном клапане. И вот ее мы поменяем, потому что она есть у нас в ремкомплекте. Ставим новую. Так, конус должен смотреть у нас наружу к передней части, вот к этой части. Все, поставили. Так, сейчас продую я суппорт, глянем, сколько там грязи. Такое ощущение, что поршенек недавно относительно менялся. Так, что внутри все идеально. Хорошо, смотрим отверстие. Беру иголочку, прочищаю отверстие и видим, что иголочка заходит туда внутрь. Вот она где выходит. Это вот все нормально. Так и должно быть. Все, ставим на место клапан. Предварительно смазываем сальничек. Есть. Стопорное колечко стоит на место. Ставим его в суппорт. Так. Вот тут самое интересное. Надо одновременно поставить и поршенек. Причем он будет закручен у нас по часовой стрелке. И одновременно поставить вот данный сальничек. Вот. Если мы сразу его поставим, то потом будет очень проблематично поставить поршенек. Что нужно делать? Для этого сначала одеваем сальник на поршенек. Вот таким образом, чтобы вот данная вот юбка у нас была снизу так, как она положена быть. Вот, делаем так, чтобы этот сальник, он немножко вот так вот свисал с поршенька. Сейчас смазываем тормозной жидкостью данную вот резинку уплотнительную и саму поверхность
внутреннюю суппорта, где у нас ходит цилиндр. А вот сейчас самое интересное. Сейчас нужно вставить сальник так, чтобы вот эта вот нижняя юбка встала в паз в суппорте, и при этом закручивать поршенек, нажимая на него сверху по часовой стрелке. Так, вот сальник стоит, смотрим со всех сторон, чтобы он нигде не торчал. Сейчас что лучше всего берем большие пассатижи. И сверху упираемся, например, молотком. И за крайний фланец прокручиваем поршенек. Тут его главное наживить. То есть когда он наживится, потом уже будет гораздо легче. Потом специальным инструментом для вжатия суппортов я вжимаю, вкручиваю и одновременно вжимаю суппорт. То есть с одним штоком я вжимаю, а второй штучкой я его вкручиваю. Вот. И как видно, он прекрасно становится на свое место. Поршенек полностью вкручен. Так, сейчас ставим на место сальник, обильно смазываем. И ставим на место лапку. Сальник на месте. Лапку ставим так, чтобы она упиралась вот в этот вот упор. То есть не вот так зажимаем. Нет. Надо вот именно поставить в крайнее положение, чтобы по шлицам упиралась лапка именно вот в этот упор. Гайка на месте. Вот видно, что лапка упирается, причем сразу можно проверить работу суппорта. То есть я вот нажимаю на лапку, как видно, он очень легко возвращается, при этом еще нету пружинки. Вот, и наш суппорт, он выходит из своего места. Вот. Поэтому сейчас немножко можно его высунуть, и опять надо будет вкрутить его, вжать на место. И поставим пружинку. Ставим на место пружинку. Все, пружинка стоит на своем месте. Еще раз проверяем. Вот, сейчас видно, что суппорт ходит отлично. Сальничек у нас нигде не закусан. Все отлично. Все, сейчас опять заново вжимаю, вкручиваю суппорт и ставим на автомобиль. Собираем все в обратном порядке. Ставим новые резиночки на направляющие. Смазываем хорошенько специальной смазкой. Прикручиваем к суппорту тормозную трубку. Вот, не забываем про шайбочки. И развоздушиваем. Ну, развоздушиваем обычно. Один человек нажимает на тормоз, другой отпускает развоздушку. Так, раз, 5-6. Потом необходимо еще поработать ручником вместо педали тормоза. То есть тормоз не трогаем, работаем ручником. И опять же, один работает ручником, второй развоздушивает. Так еще раза 3. Опять обычным тормозом. И в принципе все. И можно проверять. Ну и результат смотрим. Ручник отпущен. Колесо у нас легко вращается. Затягиваем ручник. Так, смотрим колесо. Оп, все. Так, отпускаем ручник опять. Все, супер. Сейчас видно, что колесо легко вращается. Суппорт не клинит. Вот так. Всем спасибо и удачи.